Всем привет! Сегодня я вас познакомлю с короткой стрижкой. Многие ее называют пикси, но это у нас с вами градуированная короткая стрижка. Здесь я иногда использую еще метод у нас равномерной стрижки, но вы все увидите, я вам все объясню, все покажу. Эта стрижка делается на тонкие волосы, она носится без укладки, то есть эта стрижка очень-очень удобная. Начинаем, как всегда, делим на блоки, так как вы будете стричь. И начинаем с нижней затылочной зоны. Нижнюю затылочную зону мы будем не делать короткой сильно, мы не будем ее выбривать. Мы будем оставлять такую элегантную закрытую шейку, но не очень длинный у нас с вами будет низ, потому что девушка у нас уже не очень молодая, и шею открывать не хотелось бы, поэтому будет достаточно рваный низ, легкий, но все-таки не голенький. Итак, приступаем с вами к нижней затылочной зоне. Мы поднимаем все волосы с вами к нашему пробору и перпендикулярно голове натягиваем, и у нас срез будет повторять нашу форму головы. То есть мы четко повторяем форму головы, то есть стрижем по кругу. Вначале вы видели уже линию натяжения, я вам схематично нарисовала. После того, когда вы отрежете вашу линию, опустите, у вас как раз получится очень легкий срез. А затем вы сделаете окантовку. Опять же, не делайте ее топориком, делайте ее методом поинтинг, то есть делайте сразу рваненькую. И переходим с вами к следующему блоку. Так как у нас с вами уже линия одна сделана была, и вы сейчас четко увидите, вот здесь я вам показываю треугольничек, который у нас образовался при первом срезе. Этот треугольничек, центр треугольничка, является стартом для нашей верхнего блока. То есть отсюда мы с вами начинаем стричь под 45 градусов, как вы видите, нашу стрижку. То есть здесь у нас идет градуированная стрижка. Как всегда, у нас с вами по центру, перпендикулярно голове, натягивается первая прядь, стрижется под углом 45 градусов. Затем мы с вами переходим на диагональные проборы, но у нас каждая следующая прядь подтягивается к предыдущей. То есть у нас с вами линия переходящая, и у нас в итоге получается длина равномерная. Мы с вами стрижем диагональными проборами для того, чтобы видеть нам наши контрольные пряди и не зарезать стрижку. Так как мы с вами стригли диагональными проборами в одну сторону, проверку мы делаем диагональными проборами в другую сторону. Это обязательное условие, так как стрижку мы должны с вами проверять. Затем мы переходим к противоположной стороне, то есть к левой, как вы видите, и продолжаем нашу стрижку. Также у меня контрольная прядь является именно центральной. Дальше я перехожу на диагональные проборы, как было в схеме нарисовано. Видите, контрольные линии, контрольные пряди уже видны, четко видны. И мы с вами продолжаем нашу стрижку. Линия у нас с вами здесь получается на затылке как бы переходящая прядь, поэтому вся длина будет у нас нижняя линия среза на одном уровне, верхняя линия среза на другом, так как у нас с вами срез все-таки под 45 градусов. И когда мы с вами проверяем, и как бы мы ни взяли горизонтально, вертикально, диагонально нашу линию уже простриженную, у нас с вами всегда эта линия будет повторять форму головы. И длина будет определенной. То есть у нас нет нигде удлинения. Не ленитесь, пожалуйста, обязательно проверяйте. Натягивайте из одинаковых зон слева-справа и дорабатываете стрижку. После того, когда вы четко убедились, что у вас все ровненько, все у вас красиво,
Переходите к следующему блоку и опять же вот я вам показываю, продолжаем нашу линию 45 градусов. Линия уже задана, и мы с вами просто ее продолжаем. Не теряйте, пожалуйста, контроль. Натягивайте пряди четко. Делить вы можете зубчиками покрупней у расчески. А когда вы стрижете, натяжение пряди должно быть четкое. И как видите, я перехожу на более мелкие зубчики. Здесь опять же я вам показываю, что у меня видны контрольные пряди. И я перешла уже на диагональные проборы. У меня идет диагональный пробор, но натяжение к голове все равно у меня идет перпендикулярное. Соединяю наши две точки контрольные, и линия переходит. То есть срезанная прядь является контрольной для следующей пряди. Только тогда вы не ошибетесь. Чем меньше, чем тоньше вы делаете проборы для стрижки, тем более точная у вас получается форма, тем легче, естественно, клиенту, клиентке справляться со своей стрижкой, и она лучше ложится. Эта стрижка, ну и многие другие, которые я вам показываю, не требуют укладки. Поэтому вашему клиенту, вашей клиентке очень легко будет с ними справляться. Помыл, посушил, ну и пошел. Но могут так живенько, быстренько взбодрить, как вы увидите в конце, с помощью укладочных средств, для того, чтобы придать структуру, такую текстуру волосам. Это единственное требование. Ну, как вы заметили, пока я с вами болтаю, мы простригли блок и обязательно делаем проверку во всех плоскостях. Сначала повторяем форму головы, верхнюю зону проверяем, да, верхний угол среза. Ну а затем диагональными проборами проверяем, все ли у вас ваши переходящие линии были правильными. Ну, если что-то у вас там где-то огрехи какие-то есть, вот таким вот методом, когда мы с вами диагональными проборами делаем, методом понтинг, мы с вами срезаем, да, то есть выравниваем наши огрехи и делаем заодно, так как понтинг является филировочным методом, также сразу облегчаем вашу линию среза, чтобы она не была такой топорной, тяжелой, а сразу была легкой и воздушной. Не торопитесь и, главное, не ленитесь. Обязательно проверку делайте каждого простриженного вами блока. Тем временем мы переходим уже к верхней затылочной зоне и продолжаем нашу стрижку. Здесь я вам опять показываю, что у нас есть с вами линия, которая была прострижена под 45 градусов. Мы ее с вами должны продолжить. Натягиваем перпендикулярно голове, пальчики ставим под наклоном 45 градусов и срезаем лишнюю длину. Не забывайте, что мы должны как бы продлить линию среза, то есть не создать новую линию, а продлить уже получившуюся линию среза. Дальше мы с вами переходим на диагональные проборы и продолжаем стричь. Вот видите, я вам нарисовала, с той стороны не стала рисовать, но схема не меняется. Все так же, как вы начали со второго блока, так же и продолжаете. Техника стрижки одна и та же. У нас с вами переходящая контрольная линия. Каждая простриженная контрольная прядь является контрольной для следующей пряди. В этом заключается правильность стрижки. Никакого удлинения нигде у нас нет. Теперь мы с вами проверяем. Видите, сначала повторяем форму головы и проверяем верхний угол среза. Ну а затем ручками натягиваете, берете из одинаковых зон слева-справа. Если у вас где-то чего-то вам не нравится, все это подправляете. Дальше переходим на диагональные проборы. Обратные диагональные проборы не забудьте, пожалуйста. И проверяем нашу стрижку, то есть проверяем ее во всех плоскостях, как вам удобно, чтобы стрижка ложилась идеально и никаких огрех нигде не было.
Ну вот смотрите, пока мы с вами стригли верхнюю часть, нижняя затылочная зона, где шея, у нас с вами уже немного подсохла. И здесь вы можете, вот как я, вернуться к ней и немножко доработать, если вас что-то там смущает. Но я буду дорабатывать еще в конце, когда уже все посушу. Но по какой-то причине, видите, я люблю возвращаться, смотреть, если я что-то сразу увидела, доработать. Поэтому вы можете также этот метод использовать. Это глубокий поинтинг на расческу. Как вы видите, я облегчаю с помощью расчески не на пальчиках, потому что здесь просто неудобно держать прядь в руке и филировать. И вот теперь смотрите, значит, здесь, как я вам должна объяснить, стригутся короткие женские стрижки с открытыми ушками. Это основное правило. Вы, пожалуйста, внимательно смотрите и слушайте. Значит так, мы с вами определяем центр ушка, именно в верхней части уха. Центром является точка, самая короткая, которая у вас будет. От нее начинаем стричь. Сначала простригаем верхушечку, затем вы можете либо височек, либо затылок, это не важно. Но вы должны простричь это как бы в форме галочки. То есть вот височную зону вы всю подтягиваете срезом, как треугольник, как будто бы вы срезаете. А затылочную зону смотрите внимательно. Я вам сейчас покажу. Видите, вы начинаете стричь. И не забывайте, у нас есть рост волос, а есть, видите, раковина. В женские стрижки вы стрижете исключительно по раковине. Не забывайте об этом. Если вы поднимете выше линию, то есть вы отрежете по росту волос, вы укоротите, вы откроете некрасивую часть за ухом. И, соответственно, женская ваша стрижка превратится в мужскую стрижку. Это самая большая ошибка в стрижках. Пожалуйста, будьте внимательны, не открывайте линию, зону за ухом у женщины. Она должна быть прикрыта, если, конечно, у вас нет тушевки. Если у вас тушевка, то, само собой, вы, конечно, всю зону там открываете. Но если у вас стрижка не выполнена методом тушевки, то, пожалуйста, обратите внимание, что вы должны срезать, оголять ушко именно по раковине, то есть по ушной раковине. Вы увидите, там линия четко обозначена, и вы никак мимо нее не пройдете. Значит, дальше переходим уже к следующему блоку височному. И диагональными проборами, так как мы с вами низ уже простригли, вверх у нас с вами идет с верхней затылочной зоны контрольная прядь, мы соединяем с вами пряди диагональными проборами и простригаем. На виске у нас с вами также переходящая прядь, но только не забывайте, что последнюю, которая прядь у лица, вы можете подтянуть к предпоследней, да, для того, чтобы сильно не оголить. Как вы видите, у моей девушки есть залысины. Ну, это такая форма роста волос. Но для того, чтобы сильно не оголить, мы с вами подтягиваем от лица последнюю прядь. Но так как все-таки у меня стрижка будет без челки, и я, как видите, дорабатываю, вы пальчиками выворачиваете прядь, видите, как я ее взяла, и убираете треугольничек, который у вас образовался при стрижке. Внимательно посмотрите на тот треугольничек, еще раз свернитесь и обратите внимание. Или вот сейчас я буду, когда стричь, вы повнимательнее смотрите. Опять же, определяйте центр ушка. Делаем уголочек, выстригаем. Видите, вот я выстригла окошечко. И к этому окошечку мы с вами подтягиваем от лица, то есть наш височек, и затылок. Взяли, натянули, отрезали. И затем подчесали все волосы. Сейчас я переверну, и вам будет удобнее видно. Подчесали все волосики и простригаем, вот видите, по ушной раковине. И у вас остается длина. Мы с вами не оголяем зону за ухом на уровне затылочных бугров. Затем после этого мы с вами опять же
сводим наши зоны. То есть у нас с вами есть контрольные пряди, которые мы с вами уже простригли. Это нижняя окантовочная и прядь с затылка. Это есть наши контрольные пряди. И мы с вами выравниваем длину по ним. Затем также мы переходим на следующий блок. Видите, верхний угол у меня контрольные пряди и нижний – это уже определенные контрольные пряди, которые мы простригли. И продолжаем стрижку именно по ним. Так как мы длину задали, если вы правильно будете соблюдать натяжение, будете внимательны к своим контрольным прядям, у вас все получится. И доделывать, достригать, редактировать вам уже много не придется. Видите, уже красивые линии получились у нас. Опять же, выворачиваете пальчики. Видите, небольшой уголочек, вот я вам его показываю. Мы его с вами убираем, потому что суть стрижки у нас какая? Помните, у нас с вами градуированная стрижка. А соответственно, у нас с вами, так как у нас мы брали зону контрольной пряди из затылочной и над ушком, да, и, соответственно, длина у нас с вами разная. И получается у нас угол среза острый, то есть у нас вообще срез получается под углом. И, скажем так, какая будет линия среза? Под 45 градусов, у кого-то острей. Это все зависит от длины челки, которую вы зададите. Я вам сейчас дальше уже на теменной зоне объясню еще раз. Сейчас у нас с вами идет уже макушечная зона. Мы с вами стрижем ее равномерно. То есть у нас с вами натяжение пряди 90 к голове. Видите, как бы повторяет срез форму головы. Опять же, схематически я вам нарисовала, поэтому будьте внимательны, смотрите. Сейчас уже идет у меня проверка. Видите, там у меня ровная линия получилась. Это проверка. И теперь аккуратненько сводите линию с низом. Если вы видите, что густовато нижняя затылочная или средняя затылочная зона, так же, как вот я делаю, вы можете пройтись с помощью метода понтинг. Сразу же облегчите вашу зону. Ну, теперь переходим у нас к теменной зоне. Так как у нас челка растет на бок, она всегда растет сюда, и так как девушка у нас не укладывается, соответственно, мы так и будем с вами стричь. Определяете самую короткую линию, которая у вас будет. Как видите, она у меня слева. Все пряди подтягиваем вот к этой контрольной линии, которую мы с вами задали. С левой стороны и с правой все подтягиваем именно к ней. И теперь мы с вами задаем угол наклона. Значит, как определить угол наклона? Все зависит от длины челки, которую носит ваша девушка. То есть у вас должна быть самая короткая часть у лица, да, это челка, и вы сводите свою затылочную зону. Если вы проведете проекцию, вот как сделала я, вы увидите, длина челки и длина макушечной зоны должна у вас сойтись, и вы создать должны линию по прямой. И от этого у вас будет острый угол. Какой он будет? 45 градусов, 30 градусов, 60 градусов. Может быть, у вас челка длинная, у вас будет вообще просто 90 градусов, вы будете стричь равномерно. Да? Это все зависит от, скажем так, вашего желания и желания вашей клиентки, да, как она носит, какая длина челки ей идет. Но моей клиентке хорошо без челки, и ей так комфортно, поэтому мы челку оставляем совсем небольшую. Была бы моя воля, я бы сделала еще короче. Вот. И так как мы с вами простригли уже теменную зону, мы должны свести теменную зону с височными зонами. И вот сейчас вот вы увидите, как я это делаю. Вы подняли переход, где у нас переход идет с теменной зоны на височную. Натянули, у нас с вами натяжение 90 к голове. Увидели, где у вас идет несведение зоны.
и прорабатываем эту зону, то есть сводим этот непростриженный участок, этот уголок. Так как эта сторона у нас с вами идет на удлинение, от лица мы все подтягиваем назад. Видите, обратите внимание, все подтягиваем для того, чтобы я не зарезала челку. Вот. Теперь видите, все теперь у нас срослось, все у нас свелось, получается красиво. Теперь переходим к левой стороне и также сводим не сведенную линию. Вот я вам показываю, уголочек виден, я проверила, так что все видно. Внимательно смотрите, видите, здесь я тоже свожу всю эту линию. Здесь у меня с вами уже идет переходящая прядь, если вы обратили внимание, потому что здесь у меня уже короткая зона. Все, проверяете всю свою стрижку. Видите, как видите, я перешла, если я стригла проборами, у нас с вами идут горизонтальные, вернее вертикальные, чтобы с вашей стороны, если смотреть, вертикальные получается, то здесь я простригаю и диагональными, и горизонтальными, всеми проборами для того, чтобы я проверила стрижку, и она у меня хорошо ложилась. Видите, даже в мокром виде смотрится чудесно стрижка. Теперь мы переходим с вами к окантовке челки. То есть у нас с вами теперь простригается челка. Дорабатываем ее. Убираете с височков лишние волосы. Но не забывайте, это не мужская стрижка. Мы не оголяем. Мы убираем только то, что лишнее торчит, чтобы у нас с вами красивая получилась форма ровненькая. Не торопясь простригаете. Если девушка у вас носит достаточно тяжелые стрижки, вы можете сделать четкую окантовку. Моя носит не тяжелую, поэтому мы делаем ей рваненькую челочку. И сейчас вы все смотрите, внимательно увидите. Сейчас вот с помощью расчески я создаю форму челки, для того, чтобы я придерживаю расческой, для того, чтобы челка у меня не уехала. Да, то есть волосы не уехали, стояли на месте, и как бы я придерживаю для фиксации челки, чтобы не было движения. Ну, фиксации волос здесь конкретно имеется в виду. Смотрите, как она ложится. Сейчас мы делаем с вами в мокром виде, а затем, естественно, будем дорабатывать на сухую. Вот видите, я уже взяла фен и подсушиваю волосы. Заодно сдуваете мелкие, которые тут есть, чтобы вашей клиентке было не щекотно, чтобы она у вас могла досидеть до конца процедуры. И все. И теперь мы с вами филировочным методом. Я использую здесь разные методы, как вы видите, филировки и на расческу, и на руках, и слайсинг. Так что обращайте внимание, как я работаю. Вы можете использовать все. Используйте так, чтобы просто не переборщить. Всегда отрезали и смотрите. Смотрите, где надо добавить, где надо оставить, потому что у нас волосы у клиентов растут совершенно неравномерно. Где-то гуще, где-то нет, могут быть вихры, поэтому обращайте внимание все-таки на рост волос и дорабатывайте так, чтобы было, скажем так, воздушное вот это чувство, легкое чувство, и клиенту было комфортно. У меня пошел уже метод слайсинга, так что я использую все методы филировки. Как видите, я не использую филировочные ножницы, хотя стрижка достаточно короткая, можно было бы, но в своей работе я вообще мало использую филировочные ножницы. Прекрасно получаются стрижки прямыми ножницами, особенно женские, потому что прямые ножницы дают угол среза треугольничек, что, естественно, смягчает стрижку сразу. Вот опять же у меня идет метод слайсинг. Метод слайсинг сложный метод. Надо быть очень аккуратно, чтобы не отрезать лишнего. Поэтому будьте внимательны.
Ну, вы сейчас смотрите стрижку, да, внимательно. Здесь я просто буду уже дорабатывать ее везде, буду облегчать. Могу вам только сказать спасибо большое, что вы подписываетесь на меня, что вы смотрите мои видео. Мне приятно очень, что вы пишете комментарии. Я стараюсь по мере возможности отвечать вам. Я провожу, конечно же, обучение, и всех я вас жду, я вас всех приглашаю на обучение. Я провожу обучение, провожу мастер-классы. Наверное, скорее всего, мы с вами можем даже стажироваться и тренироваться в стрижках, то есть вы можете проходить практику. Обучение я провожу по колористике. Колористика с нуля, повышение квалификации. Если вам интересны какие-то отдельные блоки, конечно же, мы с вами можем все подтянуть, мы можем устранить пробелы даже у мастеров опытных, которые уже умеют стричь. Так что вы звоните, пишите, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы и помогу вам разобраться, если у вас есть какой-то страх даже перед красками, потому что я прекрасно понимаю, что многие не умеют чем-то пользоваться или просто, может быть, не знают, как отреагирует краска. Мы все можем с вами попробовать и поговорить об этом. Я помогу вам определить, как понять, какой пигмент содержится в краске. То есть, в общем, могу помочь во многом. Так что вы звоните, пишите, не стесняйтесь. Я всегда рада и открыта к общению. По поводу красок у меня, когда спрашиваете вы, я работаю на всех красителях. Конечно, больше всего я люблю Goldwell. И я использую когда я крашу в своих работах, кератин от Laona Lab. Ссылки я всегда даю в описании под стрижкой. Поэтому, если вас это заинтересует, пожалуйста, используйте ссылки на Laona Lab, там есть ссылка на скидку. Так что пользуйтесь, ничего для вас не жалко. Зоны прорабатывайте внимательно, не переборщите. Я вам уже говорила, что рост волос не одинаковый. Иногда бывает отличается по густоте даже лево-право. Поэтому вы обязательно прощупываете толщину, густоту, объем с каждой стороны для того, чтобы не переборщить, а сделать похожими друг на друга и создать все-таки равномерную легкость, равномерную структуру. Вот здесь на шее, видите, я тоже использую слайсинг. Конечно же, пока вы филируете, очень много мелких волос летит, и если некомфортно и ваша клиентка уже не может терпеть, сдуйте волосы с лица в промежутке. Не надо дожидаться конца вашей доработки, а просто сдуйте для того, чтобы было комфортно. Сейчас я перешла к филировке прикорневой зоны. Здесь вы очень работаете внимательно, потому что если вы защелкнете ножницы сильно, у вас получится пенек. Вначале пенек, конечно, будет короткий, это будет как бы, может быть, и неплохо, он будет подталкивать ваши волосы к объему, но дальше он будет вырастать, этот пенек, и он будет торчать из стрижки. Будет очень некомфортно. Когда мы делаем с вами прикорневую филировку, вы должны иметь в виду, что мы срезаем совсем помалу из-под корня, то есть там какие-то единичные волосочки, а не пучки. Поэтому будьте внимательны и очень как бы аккуратно работайте с этим методом. Методы филировки я вас тоже научу, это, конечно же, не проблема. Вот видите, я сдуваю все волосы мелкие, которые у меня остались в стрижке,
потому что, как правило, вы можете помыть свою девушку, вот у нее короткая стрижка, это как бы вообще не вопрос, это длинную, если вы сделаете укладку, уже сложно, а короткую можете помыть, это не займет у вас ни большой расход, ни много времени. Но так как моя девушка уже торопится, я просто попросила ее быть моделью, поэтому мы очень хорошо все сдули. И как видите, я взяла гель и немножко придаю текстуру волосам. То есть делаю такой немножко склеенный такой вид, чтобы они не разлетались, такой как бы легкий беспорядок. Ну, чем, это не важно чем, я делаю конкретный гель, использую, но это можно сделать также и пенкой, муссом, кто-то, у кого волосы погуще, могут делать воском. В общем, это не принципиально, здесь суть в другом, нам надо придать структуру, да, текстуру волосам. И придаем мы это вот таким любым из укладочных средств, которые у вас есть под рукой или которые есть у вашей клиентки дома. Вы просто ей показываете, и все, как вы это делаете, и она будет легко справляться сама. Ну вот, стрижка готова. Я вас всех жду на обучение. Пишите мне, звоните. Я вас всех, конечно же, люблю и желаю вам хорошего дня, хорошего вечера, спокойной ночи. Всем пока-пока.